И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 28 февраля, и, как я обещал, во втором материале будет военная сводка. Извините за задержку, но так получилось в связи с предыдущей просьбой, которую я вас попросил помочь мне перевести мои ролики на английский и другие языки. Вы не совсем правильно меня поняли. Мне не нужно писать о том, что Юрий, я вас поддерживаю, я хочу помочь. Еще раз хочу кратко повторить, у меня просто нет времени все это читать и вам отвечать. Я именно потому и попросил и дал инструкцию, что надо делать. Вы сразу присылайте готовый результат. Этим вы сможете мне помочь. Выражением любви, поверьте, вы мне не поможете. Вы только усложните задачу. И, собственно, поэтому я этот ролик записал позднее, чем планировал. Итак, с этим разобрались. Что у нас происходит на фронтах? Сначала опять традиционное южное направление. Херсон, Николаев. Новостей нет. Запорожье. По Василевке пока вроде бы никаких изменений нет. То есть, если и были вечером бои, информация была о том, что бои, то, скорее всего, эти бои не привели никаким серьезным результатам. Куда продвинулись российские войска, пока непонятно. Но по информации из Киева, понятно, официально об этом никто не скажет. Руководство ВСУ поставило политическое руководство страны перед фактом, что если ничего принципиально не изменится, то украинская группировка на Донбассе будет отрезана от большой земли в течение следующих суток. Причем то, что для российского командования данное направление является главнейшим, говорит тот факт, что именно здесь отмечено очень серьезное усиление работы российской авиации. Количество боевых самолетов вылетов увеличилось в разы, и в первую очередь российская авиация помогает продвижению северной колонны, которая идет по восточной части Харьковской области. И косвенно подтверждает эту информацию подошедшие российские войска к Изюму, за которые начались довольно серьезные бои. По крайней мере, авиация Российской Федерации очень серьезно работает по воинским частям в районе Изюма. По Волновахе пока город не взят, и стороны договорились сделать гуманитарное перемирие, чтобы местные жители смогли получить еду. Самое примечательное, что украинские войска, а ДНР предложила вывести мирных жителей из города, не отпустили мирных жителей. Очень примечательный момент. То есть они согласились принять еду, медикаменты, но жителей самих отпустить по гуманитарному коридору отказались. То есть стратегия украинских войск прикрываться мирным населением. И таким образом избегать поражения где только можно. И по Волновахе это видно так же, как и по Мариуполю. Причем стратегическая важность взятия Волновахи именно сегодня состоит в том, что таким образом войска ДНР могут помочь российским войскам здорово сократить кольцо окружения. То есть внутреннюю часть большого будущего котла. И таким образом способствовать более плотному замыканию окруженных украинских войск внутри возможного мегакотла. Итак, ждем, я очень жду сообщений с этого района, потому что именно здесь во многом решается судьба военной кампании. Идем в Харьков. В Харькове идут бои, постепенно начинались с утра и в течение дня разгораются. Очень похоже, что основная задача на сегодняшний день российских вооруженных сил зачистить те районы, которые остались у них в тылу не зачищенными во время вчерашнего захода. Идем дальше, киевское направление. В первой половине дня пришли сообщения о том, что российские войска со стороны Черниговской области широким фронтом вышли уже к границе Киевской области и местами даже в нее зашли. Блокирован Нежин, обойдены под присмотром Прилуки, и на сейчас российская армия примерно находится на уровне границы Черниговской и Киевской областей. На юге она ее чуть-чуть перешла, на севере, может быть, чуть-чуть не дошла. Но на севере, на самом деле, от границы Черниговской области до тех же самых Броваров меньше 30 километров. То есть очень может быть, что сегодня уже с востока столица Украины будет полностью отрезана от большой земли. Разве что проходимая еще останется трасса от Киева до Золотоноши, но это уже принципиально не решает проблему Киева. И то же самое происходит западнее Киева, где российские войска начали втягивать в прорыв тяжелую технику. То есть вчера там были замечены десантные подразделения, то есть они обеспечивали фланги прорыва. А сегодня украинские жители, которые снимают прохождение российских колонн, показывают прохождение уже тяжелых колонн, которые движутся на юг. И с учетом того, что украинские ресурсы сообщили о переброске значительных подкреплений ВСУ в район Фастова, можно ожидать начала боев уже очень скорых именно в этом районе. Хотя российское руководство несколько ранее через пресс-службу Министерства обороны Российской Федерации сообщило, что трасса Киев-Васильков остается гуманитарным коридором, и Российская Федерация не будет ее перекрывать. Правда, смысл этого сообщения пока двоякий, ведь можно вообще не брать ее под контроль, оставить для прохождения всех, а можно взять ее под контроль и оставить как гуманитарный коридор, по которому любой житель Киева может покинуть столицу. Все покажет, я так понимаю, либо конец сегодняшнего дня, либо день завтрашний. Будем внимательно наблюдать за фастовским направлением. Очень похоже, что там могут уже сегодня, во второй половине дня, разгореться серьезные бои.
Вот примерно так выглядит ситуация на фронтах Украины на сейчас, примерно 13:00 по московскому времени. И еще хочу сказать по вчерашнему дню, по вчерашней ночи, то есть мародерство во всех городах Украины начинает приобретать просто угрожающие размахи. Например, мэр Житомира, мэр Ахтырки обратились к жителям, что ребята, прекращайте мародерить, потому что вы становитесь реальной угрозой городу. Гораздо большей угрозой, чем является угроза со стороны какого-то там агрессора. Если мы посмотрим на видео, которые приходят с Киева, Днепропетровска, с Одессы, с Запорожья, Сум, везде, откуда только не приходят мне сообщения, Харьков, везде мародерство приобретает просто угрожающий характер. А еще гражданские, которые получили оружие, применяют его друг против друга. И это происходит все чаще и чаще. К сожалению, то, о чем я предупреждал несколько дней назад, когда только началась вот эта бесконтрольная раздача оружия населению, все эти опасения, к сожалению, уже подтверждаются. И я так понимаю, с каждым днем по мере нарастания проблем в том или ином городе, все это будет приобретать лавинообразный характер. И население городов должно быть к этому готово. Вот примерно то, что я хотел сказать в данном выпуске. Следующий выпуск, скорее всего, с учетом моей загрузки, будет в районе 17-18, я надеюсь, часов. На этом пока все. До свидания. Подписывайтесь на канал. Ну и ждите нового блока новостей. До свидания.